Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. Я с вами два раза буду здороваться. Почему? Потому что вначале захотелось, как я у OnePlus 9 Pro или у Samsung, делал тест на влагозащиту. Это Vivo X80 Pro, и он в идеале не боится воды, так же как iPhone 13 Pro, помните, мы топили, или так же, как мы топили Samsung S22 Ultra. Очень мало смартфонов в последнее время реально не боятся воды. Это дело официально не боится, это радует. Телефон не умер. Еще потестирую, расскажу. Как всегда, обзор на аппарат, а это Vivo X80 Pro. Снимается на него 4К 60 FPS. Разумеется, микрофоны тоже его родные. И мое расстройство на лице по одной простой причине. Хотя я его носил буквально там неделю, я уже каким-то образом поцарапал блок камер. И это странно, потому что это впервые за год, что я тестировал там 100 смартфонов, никогда такого не было. Притом царапина не глубокая. Но это лирика. Не лирика то, что снимает он классно, когда он у вас оказывается в руке. Вы четко сразу понимаете, что у вас в руке флагман по всему. Потому как он лежит, по его экрану, по разрешению экрана, по весу в конце концов, по фактуре, по тому, какой чехол комплектно идет вместе с ним. Вообще по всему, по материалам. И если вы рассматриваете смартфон с русским языком, понятно, Google сервисами, но из Поднебесной, я думаю, вам будет более чем интересно, потому что это флагман. Смотрим. И очередной супер новый смартфон. Напоминаю, что на канале, наверное, есть все смартфоны, какие только продаются на Алишке из интересных, не из третьего эшелона. Почему я все это покупаю, рассказываю вам, и потом делаю топы. К слову, два топа уже на канале. Первое. Vivo V70 Pro Plus был у меня на руках. Производитель запретил мне его топить. И я сказал, тогда обзор делать не буду на YouTube. И сделал его для вас в телеграм-канале. В телеграм-канале скидок можете посмотреть. Кому интересно, опять же. Там я его, по-честному, не топил. На YouTube ничего выкладывать не буду. Но отношение Vivo официальных вы теперь понимаете. Боятся они, чтобы их смартфоны проверяли по-нормальному. Упакован он прямо по последнему слову техники. Я был до последнего уверен, что его не пошлют. 5G версия у меня на руках, и она полностью по минималкам. Zeitz, мне очень нравится, как это дело снимает. Я думаю, что вы уже на входе увидели качество. Помним, что YouTube сжимает практически в 10 раз что угодно. Допустим, когда я выгружал 130-гигабайтный ProRes качество на яблоко, снимал ролик часовой, он сделал его в 1,3 гигабайта. То есть YouTube сжимает все это дело практически в 100 раз. 8256, цвет вы видите, я его специально таким выбирал. Следующий момент, напоминаю, что на канале разыгрывается 5 Mi Band 6 серии ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Чехол такой же оранжевый. Зарядка на 80 Вт, нас уже и не удивить, когда есть 150 у того же Realme, концерн, к слову, тот же BBK. Но, с другой стороны, вспоминаем S22 Ultra, обзор на который тоже, конечно же, был на канале, и его скромные зарядки, и понимаем, что здесь цвет, блеск, красота, конечно, плюс комплект. Вот тебе и зарядка, и чехол, и смартфон. Единственное, переходника на мини-джек нету, ну и ладно. Здесь такие металлические вставки. Ух! Нравится мне. Напоминаю, что в кругляшках первый был Huawei P50 Pro, это еще прошлое лето, это K50 Pro от Redmi, а теперь у нас кругляшок на вивовском аппарате. Разумеется, есть еще кругляшки на Magic'ах, на Huawei'овских и много где, но это лирика. Не лирика, то, что девайс выглядит очень интересно, а если он снимает хотя бы в половину того, что может X70 Pro Plus, то это будет просто вещь. Очень легенький для флагмана, непривычно. Сейчас мы извлечем слот под сим-карты, посмотрим, что там, скорее всего, две симки. Разумеется, он прорезинен. Без чехла это все дело весит 216 граммов, 219, и это удивительно, потому что по ощущениям, либо из-за габаритов, он ощущается легче. 164 мм в высоту, в ширину 75, все стандартно. Толщину 9,7 и с блоком камер 11,5 мм. Плюсом сразу это великолепная олеофобка на защитной пленке, которую еле-еле заметно. К минусам не люблю фронталку по центру, люблю, чтобы она была где-то в каком-то углу.
Всем, кстати, кто посмотрел мой топ-10 смартфонов и рассказал мне про то, что лучше купить Mi 11 Ultra, чем Mi 12 Pro, при одинаковой стоимости Mi 12 Pro в телеграм-канале скидок, недавно я постил, выходил в 44 с копейками. Mi 11 Ultra 41. Но вы же понимаете, что разница между ними это год. Возможно, Ультру я уже купил к тому моменту, как вы смотрите обзор, возможно, нет. Но в целом все мои какие-то умозаключения по поводу того, насколько один девайс хорош, другой плох или еще что-то, базируется на том, что вы получаете железку, ходите с ней, понимаете через неделю, что она вам не нравится, выкидываете ее на Авито и продаете как минимум за ту же стоимость. Вот все топы, обзоры или еще что-то у меня базируются на этом. Вот, допустим, если вы посмотрите топ-10 телефонов дороже $3,500, OnePlus 10 Pro, с которым я ходил более полугода, там не стоит на первом месте. Потому что я четко понимаю, если вы его получите, даже купив его там, вот сейчас он 38 тысяч, не факт, что он станет еще дешевле, и не факт, что вы его сможете также продать, потому что таких умных, как вы, купит его море. Сам по себе OnePlus, хотя вы, возможно, считаете, что он супер-мега-топ, и я с вами согласен, большинство пользователей не знают. Они знают Samsung, допустим, A53 был 21 тысячу, или они знают тот же Xiaomi. Xiaomi знают все. И их будет скидывать проще всего. Так что увидите примеры съемки, фото, игр и всего остального. Мне этот девайс уже зашел прям люто, еще на момент покупки. Отдал я за него на тот момент космос деньги, но это не важно. Смотрим. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Разумеется, самые стандартные — это 5 Mi Band в 6 серии. Разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Уже много лет на канале только бенды меняются. Плюс сейчас Xiaomi One More Evo наушники я разыгрываю и наушники Sony. Не забываем подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. Напоминаю, что сейчас реально купить OnePlus 10 Pro дешевле 36 тысяч, какой-нибудь там Poco F4 GT за 27 и всего подобного веселого очень много при оплате через Kiwi, инструкция тоже в телеге. На руках у меня, разумеется, китайская версия смартфона. Приобрести данный девайс можно в черной, голубой, оранжевой расцветке. Притом чехол будет зависеть от расцветки, которая пойдет в комплекте. Выглядит X80 Pro футуристично, дизайн и вправду запоминающийся, в руке без чехла, как и в чехле лежит удобно. Одной рукой пользоваться смартфоном не во всех случаях комфортно, но можно. Все углы хорошо сглажены, сборка великолепная, как и материалы. Тыльная часть выполнена в моем случае из эко-кожи, а рама из алюминия. Корпус не марки, отпечатки пальцев не видны, что хорошо. Но по большей части смартфон лучше носить, разумеется, в чехле. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, кнопки практически не имеют люфт. Далее есть хорошо оформленный разъем для зарядки USB Type-C версии 3.2, и по этому поводу можно закатывать праздник, так как встретить в смартфонах версию разъема USB Type-C выше 2.0 — это редкость. Молодцы, Vivo. Помимо вышеперечисленного мы имеем два микрофона, динамики основной разговорной, которые также выступают в роли основного. Звучание здесь, разумеется, стерео с сертификацией Hi-Res Audio. Оно меня очень порадовало, так как он звучит намного лучше, чем два основных динамика в некоторых смартфонах. В настройках есть раздел с настройками звука, к примеру, можно включить звук высокого разрешения. И не только. Но кастомного эквалайзера в стоке, к слову, нет. ЦАП установлен CS43131. Про ЦАП можете не шутить, я понимаю, что с Type-C-шным входом ушей не так много. Мини-джек отсутствует, а вот ИК-порт завезли. Смартфон оснащен AMOLED E5 дисплеем. Напоминаю, что это прямо супер новинка с сертификацией DisplayMate A+, на 6,78 дюйма с разрешением 3200 на 1440 точек 2К. Экран с закругленными краями, как по мне, из-за рамок не скажу, что больших, но заметных. Идея с закругленным экраном слегка теряется. Контрастность 8 миллионов к 1, 10 бит на цвет, поддержка 1,7 миллиарда цветов, HDR10+, разумеется, тоже на борту. Плотность пикселей просто космос с запасом 517 ppi. Пиковая яркость бомба 1500 нит, хотя встречали и больше у самсунгов. При прямом попадании света на экран с включенной автояркостью яркости хватает, вглядываться в экран не приходится и бликов по минимуму. Частота обновления экрана 120 Гц, на выбор есть еще 60 Гц и автогерцовка. В настройках также можно назначить, в каких именно приложениях будет работать высокая частота обновления
обновление экрана. Тач на 300 Гц и частота дискретизации мгновенного касания 1000 Гц. Результаты теста тача вы видите на экране, и он неутешительный, я бы сказал, с данной прошивкой, на которой сейчас смарт. DC-димминга в наличии нет, шим на 100% яркости 34%, на 50 32%, на минимальной 56%, на нуле 14%. Показатели шима не наилучшие, но если вспомнить Samsung, у которых шим достигает 120%, то этот экран с его характеристиками показал себя неплохо. Лично у меня за время использования экрана глаза от него не уставали, и в целом дискомфорта я никакого, разумеется, не ощущал. Автояркость работает прекрасно, быстро адаптируется под смену освещения, под разными углами тон картинки слегка бросает в теплый оттенок, Always On Display на борту и, разумеется, полноценный. Уведомления на Always On Display отображаются. Далее мультитач на все 10 пальцев на борту работает. Разблокировать экран можно при помощи 3D ультразвукового сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканеры отпечатков пальцев расположили в удобном месте, работает он очень хорошо и быстро, промахов я не обнаружил. И зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца нельзя. К слову, в настройках можно установить дополнительную область сканера отпечатков пальцев для быстрого действия. Но для нас это не актуально, так как повесить можно только функции, которые предназначены для Китая, так как у меня, напоминаю, китайская версия смартфона. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом. Внести биометрические данные можно только одного лица. Далее, шрифт в стоке меня не порадовал, но в настройках есть более адекватный стиль шрифта, что хорошо. В целом экран отличный, цветопередача насыщенная, четкости более чем достаточно. Также в настройках, разумеется, можно все подкрутить под свои предпочтения. Из полезного имеется защита глаз, режим цвета экрана, визуальное улучшение, и для экономии заряда аккумулятора можно уменьшить разрешение экрана. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon первого поколения с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами, максимальная частота которого 3 ГГц. Графический процессор Adreno 730, интерфейс Origin OS 12 на базе Android 12, оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 ГБ. Разумеется, виртуальное расширение ОЗУ, плюсом еще до 4 ГБ на борту. Внутренняя память супербыстрая UFS 3.1, и на выбор ее либо 256, либо 512 ГБ. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, что для людей, не живущих в центре Москвы или Петербурга, в России не особо актуально. Для 4G сети 7 и 20 бенды на борту. Связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора хорошее. Датчик приближения и микрофон не подводили. Запись разговора на борту и без уведомления о начале записи. VoLTE завезли, а VO Wi-Fi я не нашел. Возможно, он где-то и спрятан. Вибромоторчик линейный, по оси X хороший. Настроить силу вибрации можно, как и тактильный отклик. Bluetooth последней версии 5.2, почти последней, уже 5.3 есть. NFC поддерживается, на данный момент можно установить MirPay и пользоваться без проблем в удовольствие. Из навигации на борту GPS Beidou, а GPS GLONASS Galileo QZSS. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров, что стандартно. Лучше результата у Qualcomm я не встречал, и он вряд ли появится. Емкость аккумулятора 4700 мАч. PC-марки выдал очень приличные 8 часов 13 минут, а осталось еще 20%. Тесты я проводил при 120 Гц на максимальной яркости и с максимальным разрешением. Смартфон поддерживает Flash Charge на 80 Вт и беспроводную зарядку Flash Charge на 50 Вт. Обратная зарядка также поддерживается. Можно друг другу смартфоны заряжать. Заряжается от 0 до 40% от родного адаптера питания за 10 минут и от 0 до 80% за 25 минут, с 0 до 100 за 37. Несколько раз гонял, плюс-минус такие же результаты. За 30 минут просмотра видео на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости улетает 9% заряда. За час игры в Genshin Impact уходит 22% на средних настройках графики и 100% яркости. Смартфон не сбрасывал яркость, но прилично так нагрелся. Играть было комфортно, картинка плавная, без рывков. С другими играми, к примеру, в Асфальте 9, World of Tanks, PUBG Standoff 2 устройство справляется отлично. Vivo X80 Pro великолепно себя показал в играх на этом процессоре, так как до этого момента все телефоны на 8-м снэпе не особо радовали, точнее вообще не радовали по нагревам. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит стандартно. 244 гипса минимально, максимально 373 и в среднем 282 гипса на 100 потоках при 30 минутах. И кто хочет ужаснуться безумию оптимизации, посмотрите, мой обзор был позавчера на Poco F4 GT 5G. Посмотрите, какие там данные у процессора такого же. Вы удивитесь, до какой степени оптимизированный проц может выдавать результаты на голову выше своих сородичей. Дело было не в MIUI, правда? В Geekbench 5 в сингл-коре 1070, в мультикоре 3261, 3D Mark показал Wildlife максимально, Wildlife Extreme 2615, Wildlife
Wildlife стресс-тест смартфон не проходит, жарко ему. Wildlife Extreme стресс-тест 2581, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. Вантуту выдал 991 тысячу попугаев. Напоминаю, что у меня не максимальное количество оперативки, а Storage тест показал отличные 75 914 баллов. По-моему, это близко к абсолютному рекорду из тех девайсов, что были у меня на обзорах. 40-минутный стресс-тест прошел не лучшим образом. Результаты теста искусственного интеллекта довольно скромны. 1 миллион 95 тысяч. Тот же Poco выбивает 2,7 миллиона. Основной блок камер с тыльной части состоит из 4 модулей и LED-вспышки. Система визуализации, разработанная совместно с Vivo Zeiss. Покрытие Zeiss T для уменьшения ореолы и рассеянного света. Основной широкий GNV сенсор на 50 мегапикселей с лазерной автофокусировкой. Сверхширокоугольный модуль на 48 мегапикселей. Телеобъектив на 8 мегапикселей с 5-кратным оптическим зумом и 60-кратным цифровым зумом. Макромодуль на 12 мегапикселей с 2-кратным оптическим зумом. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 8К 30 FPS. 4К 60 FPS, разумеется, также на борту. Оптическая стабилизация на борту, как и цифровая. Стандартная стабилизация в 8К не работает. В 4К 60 FPS работает только стандартная стабилизация. Все остальные разновидности стабилизации, которые можно включить в стоковой камере, работают только в 1080p 60 FPS и ниже. Замедленная съемка максимум может снимать он в 1080p 240 FPS. Технология улучшения видео с помощью искусственного интеллекта на борту. В стоке очень много различных режимов как для фотосъемки, так и для видеосъемки, над которыми производитель работал совместно с Zeiss. К примеру, режим микрофильм, различные стили для фотосъемки, про-режим, ночная съемка, стикеры AR, различные стили боке Zeiss и так далее. А также для фото можно включить естественный цвет Zeiss. А в режиме видео, что меня очень удивило и что, как по мне, очень актуально, это функция телесуфлер. Фронтальный модуль на 32 мегапикселя находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS, да, вам не послышалось. Основная камера меня удивила в хорошем смысле, как и различные режимы. А за фронтальный модуль, я думаю, и так все понятно, но в целом по съемке он неплох. Короткие примеры вы сейчас увидите, только сразу хочу отметить определенный момент. Первое. У камеры идет все еще допил с прошивками, то есть на старой прошивке камера вылетала при попытке увеличить или уменьшить. Следующие моменты по поводу фронтальной камеры, вполне возможно, они допилят еще разрешение. Дополнительный момент по камерам я хочу сказать, что лично для меня эта съемка, несмотря на все примеры и все, что я скажу в ней, в дневное время супер. Ну и опять же, субъективное мнение. Смотрим. 4К 60 FPS со стабилизацией здесь примерно так же, как у Realme Q5 Pro на 4К 30 FPS. То есть она здесь даже на 4К 60 FPS хороша. 8К 30 FPS это максимум, что может этот смарт. Она не очень хорошая. Снимаю с одной руки, и вечер, прямых лучей солнца нет, так что, можно сказать, идеальные условия для съемки. И несмотря на супер крутую фронталку с точки зрения того, что вы видите позади, максимальное качество всего 1080p 30 FPS. И это такой конкретный даунгрейд в линейке. С другой стороны, по стабу, даже по стабу супер топовой ее не назвать. Хотя она неплохая. С другой стороны, основная камера в 4К 60 FPS, даже со стабом, просто шикарно. Смотрим максимальный X. X10. Ну, мыло. Я думаю, вы видите тоже мыло, что и я. На единичке все хорошо. Ночная съемка в машине X80 Pro и снимает стандартно для BBK. Все это очень-очень нехорошо. Не любит оно вечер, ночь и фронталки. Ну что ж, моя самая любимая тема у корпорации BBK, конкретно Smart Vivo, это двухоконный режим. К сожалению, здесь я ничего не могу менять. То есть окошечки двигать не могу, могу увеличивать только яркость и все. Сейчас даже не получается поменять между фронталкой и основной, чтобы в квадратике она была. Напоминаю, что у некоторых аппаратах BBK можно брать благополучным образом и менять в режиме реального времени, где этот квадратик у фронталки основной, менять изображение. Здесь можно только фотографировать и плюс включать паузу. Прошу прощения, я не могу это сделать. Я точно ничего не могу больше делать.
По стабилизации вы сейчас видите у фронталки. Я говорю, про фронталку вообще говорить не хочется. Про основную камеру хочется сказать много хорошего. Но опять же, после V70 Pro Plus, скажем так, V70 Pro Plus по фронталке точно был лучше. По основной камере надо было бы в лоб тестировать. Напоминаю, что V80 Pro, X80 Pro, он во всяком случае выгоднее. Ну а в настройках, если выйти, опять же, можно, как вы видите, менять камеры. То есть фронталку делать в маленьком квадратике, основную большим изображением. Немного ультраширика. Поймал себя только что на мысли, что режим «Звездное небо», к сожалению, в Петербурге во время белых ночей не протестируешь вообще никак. Весной и осенью особо не протестируешь из-за облачности, а сейчас по причине того, что звезды в принципе не видны. Но вот так. Ультраширик, как вы видите, не худший, даже какой-то там стабилизатор есть. Сразу сходу основная камера 4К 60 FPS. Снимает она, даже учитывая, что я с одной руки веду съемку, очень даже хорошо. Здание вдалеке визуально я вижу даже, наверное, чуть-чуть хуже, чем снимает телефон. И это прям показатель. Но если делать X, плавный, медленный и мучительный, максимум X10 на 4К 60 FPS, конечно же, это мыло. Но что и требовалось, как говорится, доказать. Сейчас 3X, 2X и единичка. По стабу смотрим. Раз, два. Автофокус великолепен. Великолепен. Вот что отличает, конечно, флагманы от всех остальных смартфонов. Вот сейчас идет режим Cinematic. Соотношение сторон, разумеется, кинематографичное. Не думаю, что сильно качество видео отличается. Может быть, чуть больше выкручен по ощущениям контраст. Ну, а Луна, к сожалению, все такая же слегка мутная. 1080p 30 fps, Мурина и фронталка UX80 Pro от Vivo. 1080p это не самое лучшее качество, которое я бы ожидал, а со стабилизацией я считаю, что у телефона по фронталке как минимум сильные проблемы. Я думаю, вы это замечаете. Если встать, то роллинг шаттера я не вижу, но мало кто снимает всегда видео стоя. Основная камера 4К 60 FPS, еще немного съемки, дождь, Мурина, Муринский парк и, как вы видите, стаб справляется неплохо, учитывая, что это только 60 FPS, точнее это целых 60 FPS. На 30 FPS напоминаю, что стабилизатор отрабатывает намного лучше. 4К 60 FPS, автофокус. Вполне возможно, слегка мешает дождь, но в целом работает быстро. 1080p 60 fps, съемка с двух рук, все довольно плавно, очень плавно, никаких микрофризов, но иксы почему-то не работают, вообще никакие. И да, это был ультраширик. Основная камера 4К 60 fps и X максимум здесь 10. Лучше его, разумеется, не включать. Один сплошной шум. На X5 еще как-то. Ну и вот так 0. Еще немного фронталки. Если даже никуда не двигаться, вы видите, что фронталка, отражение солнечных лучей, пусть и свет рассеянный, здесь не особо много света, не успевает обрабатывать. Получается белое пятно, будто дырка. Фронтальная камера, дождь, и это X80 Pro. Потестировал я. И что я могу сказать? Мнение у меня начало постепенно меняться. Вы сами видите, качество в ночное время
съемки фронталки реально потемнело. Скорее всего, причина тучи, потому что я напоминаю, что в Петербурге белые ночи. Относительно, конечно, белые, но супер темными их не назвать. Опять же, когда есть тучи, то можно и назвать темными. По стабу вы видите, супер, не супер стаб, но вот картинка, я бы не сказал, что она плохая. Не знаю. Логично, что это не супер-мега топ, это вам не Samsung, это не iPhone, но эти 1080p качественные, скажем так. Опять же, решать вам, и опять же, для большинства, даже для меня, фронталка является не супер обязательной вещью. Почему? Потому что, вот, допустим, если я снимаю ролики, я при любом раскладе снимаю их на основную камеру. То есть я включаю, потом обрезаю, либо просто зеркалом смотрю, чтобы пальчиком ткнуть. Потому что основной модуль всегда лучше. 4К 60 FPS, это основная камера, съемка с одной руки, дождь, мурина, ночь. И прямо, ну вы видите, все гладенько, плавненько, стаб работает. Хотя, опять же, Vivo до такой степени вылизывает очень часто основную камеру, что сказать, что есть какая-то супер разница между X70 Pro Plus, который я тестировал, и этим смартфоном, я не скажу. Может быть, где-то что-то они докрутили, допилили. С другой стороны, еще раз повторяю, что почему я купил X80 Pro, потому что он был дешевле, чем V70 Pro Plus. По-моему, на $200 там был сейл. Да и сейчас это не критично все. Интересный телефон, можно долго и упорно ползать в нем. И основной недостаток такой же, как у Vivo IQ OO9 Pro. И нет, это не перегрев, это шрифты русского языка. 4К 60 FPS и ночной поиск гайки. Не та, что с вжиком решила сделать семью. 4К 60 FPS у Vivo. Нет, не нравится ему гайка. Или не нравится ему дождик. Но в целом, ну-ка, что-то с ним происходит не то. Вроде бы все хорошо, может ближе. Ближе съемка, ничего, правда? Раз. Но это можно сказать, что мы ему помогаем. А вот если подальше, подальше ему не нравится дождь. Будем считать, что в дожде дело, но в целом автофокус не идеально отрабатывает. Ночная съемка на ультраширик. И так, ничего даже. Ничего полезного с одной стороны, с другой стороны ничего отвратного. На небольшом экране будет выглядеть очень даже хорошо. Минусы: нет мини-джека, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD. Блок камер быстро царапается. Неприятные показатели шима. Многим не подойдет его внешний вид. Моментами недопиленная прошивка. Допустим, верхнее переключение шторок не работает, либо вот как раз камеры у кого-то вылетают. На старых прошивках, на новых тоже не все хорошо. Ну и 1080p 30 FPS на фронталке — это, конечно, лютая печаль, при том, что еще и зарядник на 80 Вт во флагмане, когда вы делаете уже девайсы в BBK на 150 Вт, такое себе. Хотя, с другой стороны, защита от влаги и пыли IP68 нивелирует все минусы. В 2022 году это редкость, чтобы производитель заявлял такую защиту. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если покупать через Kiwi на Алиэкспрессе, все будет неприятно и неприлично выгодно. Я думаю, вы увидите либо в названии, либо можете пост в телеграм-канале посмотреть. Я там распишу, опять же, инструкцию, как покупать. И второй момент напишу на момент издания видео, сколько в рублевом эквиваленте будет цена. За этот смарт, еще раз повторяюсь, до 1 сентября точно никаких таможенных сборов в России не будет. У нас таможня свыше 1000 евро, меньше 1000 евро на заказ таможни нет. Резюмирую. Бенды 7 и 20 для 4G на борту. Разумеется, есть поддержка 5G сетей. Есть чертова туча фишек в камере, в том числе телесуфлер. Это когда вы сами себя снимаете и параллельно можете что-то читать, потому что это вшито. То есть вам не нужно ничего придумывать, не надо параллельно книжку ставить, либо листочек, либо еще какой-то экран. Помимо этого, у этого смартфона есть в каком-то смысле серьезные недостатки.
Первое, это ценник, потому что если брать долларовый эквивалент, $800, но я скажу так, за эти деньги, ну окей, он сейчас до 50 тысяч рублей, там 46, можно много чего купить, и Xiaomi 12 Pro, и OnePlus 10 Pro, при том в количестве 1,5 штук. Если брать экран, да, он отличный, да, я не люблю водопады. Но с этим разрешением, по большому счету, очень много экранов. Допустим, был Redmi K50 Pro у меня на руках. Обзор на него вы можете посмотреть на канале. И я не скажу, что там намного хуже был экран, хотя смартфон стоил в 2 раза дешевле. И вот таких моментов маленьких много. Да в конце концов, я его поцарапал. Как смартфон мог иметь такую защиту у камеры, чтобы его поцарапать, образно говоря, об воздух? Я реально старался его не царапать. Но, вопреки всему, несмотря ни на что, если вы фанат бренда Vivo, если вы знаете его оболочку, если вам она нравится, это просто идеальный смартфон. Почему? Потому что бенды все есть. Снимает он нереально шикарно, вы сами видите. Да, фронталка не судьба, но с одной стороны. С другой стороны, для 1080p она снимает нормально, а для всего остального фотки уже некуда выгружать, только через VPN. А если брать видеосвязь, то лучшего качества и нет вообще необходимости какой-то. И в целом смартфону однозначно да, но помним, что он на любителя. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, там почти 14 тысяч человек, телеграм-канал скидок 53, скорее всего, тысячи. И написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Очень советую посмотреть вам, если вас интересуют гаджеты дорогие. Это на Xiaomi 12 Pro Global Edition, на OnePlus 10 Pro у меня обзоры, потому что OnePlus 10 Pro выходит сейчас 36 тысяч рублей, на Xiaomi 12 Pro он выходит 46 тысяч рублей. И это топовые флагманы, я не скажу, что Vivo на голову выше в чем-то. И из лоукоста я бы советовал обратить внимание на Realme GT Neo 3, разумеется, который там в районе 16, и в районе 17 Realme Q5 Pro. Понятно, что это китайский вариант, понятно, что сейчас выйдет глобалка, но она будет на $100 дороже, но за 17 тысяч рублей там тоже супер-мега смарт. Из топовых флагманов я могу вспомнить еще IQ 9 Pro, обзор на который тоже был на канале, и Samsung S22 Ultra, но за его 150 тысяч рублей они пошли бы они лесом, когда можно 3 флагмана купить в Российской Федерации на Али через Kiwi, и они будут не хуже, ну стилуса у них не будет. А если вы в Южной Корее, то можно купить S22 Ультра. За сколько? Правильно, за $800. Только привезти его сюда никак. Девайсу однозначное да для фанатов. Добра и удачи вам, дорогие друзья.